Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами гуляем по Литейному проспекту. Зайдем в несколько книжных магазинов. Один из них антикварный, другой подписные издания. Наверное, это самый популярный книжный на этом проспекте, а может быть и даже во всем Петербурге. И заглянем в сад фонтанного дома, знаменитого очень много чем, чуть-чуть попозже расскажу. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, а мы начинаем. Вот уже мы пришли в антикварный книжный магазин, он прямо в начале Литейного проспекта. Ну а пока я расскажу вам о том, что Литейный проспект — одна из важнейших магистралей в центральном районе Петербурга, проходит от Воскресенской набережной и набережной Кутузова до Невского проспекта. Мы как раз идем от Невского проспекта к набережным. Название Литейный одно из старейших в городе. Оно было официально учреждено в 1738 году и связано со строительством с 1711 года на левом берегу Невы Литейно-Пушечного двора. А рядом с Литейным двором находились Литейная и Пушкарская слободы. Господи, я не знаю, как ударение, простите. Напишите в комментариях, как правильно. Для сообщения с южной частью города была прорублена широкая просека от Невского проспекта, и на месте просеки позже образовалась улица, получившая название Литейной, а сейчас переименована в Литейный проспект в районе 1837 года. И вот мы уже подошли к подписным изданиям. На самом деле это исторические торговые ряды под названием «Новый пассаж», построенные в 1912-13 годах архитектором Васильевым Николаем Васильевичем. Протяженное прямоугольное двухэтажное здание, монолитный железобетонный каркас, 2 яруса торговых помещений почти сплошь остеклены, между витринами остались только узкие столбы-простеночки. 2 высоких портала с глубокими арками придают этому зданию какую-то особую монументальность. Ну а мы заходим внутрь. Наверное, нет ни одного блогера, который бы не заходил в этот книжный магазин и не снимал бы здесь какой-нибудь обзор или просто не любовался книгами, не пил кофеечек в местных кофейнях. Подписные издания — это книжный магазин в центре Петербурга, основанный аж в 1926 году. Почему же магазин так называется? Дело в том, что еще наши бабушки и дедушки подписывались на собрание сочинений Достоевского, Гоголя и других писателей. И в советское время хорошие книги достать было не так-то просто, как сейчас. Очередные тома приходилось ждать. Сейчас в каждом магазине есть все то, о чем только можно пожелать. А это мы увидели фотобудку и решили ей воспользоваться, не поверите, первый раз в жизни. Я знаю, что у блогеров есть у некоторых такая традиция делать фото в фотобудках. Вот мы сделали первый раз, оказалось реально очень классно, и я думаю, что мы тоже такую традицию заведем. Там еще... Этот книжный не просто книжный. Этот магазин давно вышел за рамки своего формата. Здесь можно не только полистать интересную книгу, но и попить чашечку кофе, купить блокнот, значок, открытку. Кстати, я разыгрывала открытки пару видео назад. И посмотрите, сходите в комментарии. Может быть, вам повезло. Проверьте себя на удачу и обязательно... счастливчики, присылайте мне свои адреса. В 2020 году начали работать новые помещения на 2-м этаже здания, за счет чего площадь магазина выросла в 4 раза, со 145 сантиметров аж до 600. И сейчас, по-моему, еще больше, потому что магазин постепенно поглощает соседние помещения. Теперь в магазине есть детская зона и удобное пространство для мероприятий, также несколько кофеен. И вот сейчас мы зашли в детскую зону, где есть даже мягкие игрушки. Ага. Ева, смотри. Это не зайчик, он не умеет прыгать. Это слон. Он огромен и силен. И пушистый.
В магазине много зон, где можно посидеть, выпить чашечку кофе, полистать понравившуюся книгу и смотреть на проезжающие машины, созерцать сегодняшний день, смотреть на Литейный проспект. Кстати, про Литейный проспект. Когда-то еще в XIX веке недалеко от здания магазина находилась редакция журнала «Отечественные записки» и «Современник». Еще на Литейном жили Некрасов и Салтыков-Щедрин, у которых часто гостили другие писатели. Достаточно насидевшись в детской зоне, мы переходим в новую зону второго этажа. Сейчас совладельцем магазина является Михаил Ермаков, а долгое время генеральным директором была его бабушка. То есть, по сути, это семейный бизнес, в котором очень важную роль играют ценности, интеллектуальный вклад в развитие города. Здесь очень много интеллектуальной литературы. И какое-то время назад из ассортимента убрали такую, знаете, бульварную, низкопробную литературу. И здесь действительно очень много каких-то редких изданий, которых не встретишь ни в одном книжном. А на вот этом лифте, на котором мы сейчас спускаемся, в советское время поднимали и спускали книги. А мы прощаемся с подписными изданиями, и прямо напротив подписных изданий мы видим такое здание в классическом стиле с колоннами. Это знаменитая Мариинская больница. И прямо перед ней стоит памятник принцу Ольденбургскому, внуку Павла I, широко известному благодаря своей обширной благотворительной деятельности. Памятник был утрачен в 30-е годы. Вот так вот он выглядел раньше, и его вернули на свое место буквально недавно. А мы идем дальше. Мы с вами подошли к знаменитому фонтанному дому, расположенному по адресу Литейный проспект 53. Здесь находится музей Анны Ахматовой. Ну и также это место известно благодаря Шереметьевым. Это один из дворцов графов Шереметьевых в Петербурге, получивший свое название от реки Фонтанки. Здесь в этой арке очень много про поэзию, про поэтов, пишут всякие цитаты, умные мысли, потому что все, связанное с Ахматовой, навевает какое-то вдохновение. Мы зашли в садик, который расположен во дворе Шереметьевского дворца. Здесь может прогуляться любой желающий. Очень приятно побывать в таком тихом и уединенном садике после шумного Литейного проспекта. В настоящее время в главном здании дворца расположен музей музыки, включающий в себя отреставрированную анфиладу парадных залов второго этажа. В одном из флигелей расположен музей Анны Ахматовой в фонтанном доме. Кстати, после революции в доме был открыт музей дворянского быта и быта крепостных 18-20 веков. И мне кажется, вот эта фигурка имеет отношение именно к этому периоду. Гуляя по этому садику, рифмуя строчки в голове, я никак не ожидала увидеть пианино, еще и хорошо настроенное, и я села на нем поиграть.
И мне показалось, что нет лучше подводки к моему будущему концерту, который пройдет уже 15 октября в Москве. И когда, как не сейчас, вас на него пригласить. Со мной будут замечательные музыканты. И я не так часто играю концерты, тем более в Москве. Так что я буду рада, если вы придете. Ссылочки на билеты я оставлю в описании. 15 октября. Клуб Пушкарев. Там всего несколько десятков билетов осталось, так что я вас буду очень ждать. В этот день мы не успели обойти весь Литейный проспект, и, конечно, там очень много красивейших исторических зданий, которые достойны отдельного рассказа. Вот, например, вот это потрясающее здание мне очень понравилось. Но на сегодня я думаю, что мы с вами простимся. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где я бываю чуть-чуть почаще. И давайте будем на связи. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в новых видео. Буду благодарна, если вы будете досматривать мои видео до конца.